Приветствую всех на канале Vikings Game. Шестой день продолжаю играть в Infinity Kingdom. И готов для вас записать еще некий небольшой видосик. Точнее, постараюсь небольшим, потому что пишу без сценария, а сразу, как говорится, что вижу, то вам и рассказываю. Постараюсь вкратце. До этого записывал видос, вышел буквально на 36 минут. Но как думаете, что случилось? Правильно, спартанец не включил микрофон. И давайте все вместе. Вот он, в этом весь я, собственно. Ладненько, начнем. Немножко я прокачиваюсь. Пошел я уже качать себе 16-й замок, 16 уровень дворца. Естественно, потом будет 16-я академка. И пойду себе изучать дальше военные знания. Пока что я остановился где-то на пятерках, где-то на четверках. Качаю я усиленно себе стрелков и коней. Почему я это делаю? Потому что у меня первая моя пачка бессмертных состоит из стихии воды, но бессмертные здесь лучники и конница. Да, 2 конника у меня и 2 лучника. Здесь немножко, конечно, бессмертный другой. Не стихии воды, а стихия воздух, но у него есть такой навык, как восстановление очков здоровья для всей моей пачки. Поэтому он мне очень полезен в прохождении всяких PvE режимов. Например, хотел вам сегодня рассказать про такую локацию, как колодец времени. Здесь всего 12 карт, которые вы должны будете пройти со временем. Я сейчас остановился на 5-й, не могу здесь пройти на 3 звезды, даже вообще на одну не могу пройти, меня там убивают. Собственно, когда вы проходите на 3 звезды, вы получаете опыт для открытия данных сундучков. Зеленый сундук, синий сундук и легендарный сундук. В каждом сундуке спрятаны самоцветы, ускорения и ресурсы. Немножко, но это все, естественно, пригодится. Но в легендарном еще и философский камень спрятан. Собственно, для чего нам проходить данные локации? Когда мы проходим, мы получаем вот эти материалы. Дальше уже будем проходить на авторежиме, когда пройдем всю данную локацию. Сейчас покажу, как в соло проходится и для чего авторежим. Для прохождения данных локаций нам нужны вот такие вот очки, чтобы каждый день проходить здесь. За открытие определенных территорий вы получаете постоянные бонусы. По 5% на добычу ресурсов. Это, в принципе, не так уж интересно. Далее, что для стройки, для лазаретов, для других технологий в здании Академия, для дракона. В общем, вот такие вот показатели по 10%, которые будут действовать постоянно. И это очень хорошо. Как я прохожу, получается? Я сейчас... Можно проходить, я уже прошел на 3 звезды, поэтому могу в таком режиме пройти, чтобы наблюдать за боем, ну или в фоновом. 1 раз налет совершить или 5 раз. Соответственно, получу все вот такие вот награды всевозможные. Заходим быстренько в бой. Это все делается достаточно быстро. Времени много не занимает, но, как я уже говорил, можно проходить фоново. Обязательно включаем X2 и включаем авторежим. Для чего нужен авторежим? Потому что, вот видите, бежит оранжевая полоса навыков у ваших бессмертных. И когда вы проходите самостоятельно, вы не всегда можете вовремя отреагировать и нажать кнопочку, чтобы использовать навыки ваших персонажей, магические или физические. Сейчас мы быстренько убьем и завершится данный бой. Здесь, в принципе, все понятно, ничего здесь сложного нету. Подбираете пачку, прокачиваете своих воителей, одеваете им шмот, улучшаете их всячески и побеждаете. Здесь все легко. Прошел на 3 звезды, потому что все враги уничтожены, убито меньше 2 бессмертных и все бессмертные выжили. Если погибают часть бессмертных, естественно, звезд вам достается меньше, вы получаете меньше опыта. На это тоже стоит обращать внимание и, соответственно, прокачивать вовремя свою пачку героев. Хотя бы поначалу нужно прокачать одну основную. Если вот посмотреть, у меня сейчас их доступно 3, они что мне помогают? Ну, отправиться на локации, покопать ресурсов,
В принципе, что-то я могу поставить в гарнизон к себе на стену, но они, в принципе, достаточно еще слабые. Здесь 14 тысяч мощность войска, здесь вот 11. Гарнизон, это, то бишь, получается, я их ставлю на стену в гарнизон, и они будут защищать мой город. Допустим, пока я нахожусь оффлайн, также мне могут союзники подкинуть тоже войск в гарнизон. 4 пока что доступных отряда от союзников я могу получить. Это они будут защищать мои все основные войска. Бессмертные. Зачем мы проходим колодец времени? Мы проходим колодец времени, чтобы улучшать бессмертных. Улучшать вот такие вот усиления им. Сейчас я вот жму, мне нужен тигровый глаз, допустим, 7 штучек. Но у меня не исследована локация в колодце времени. Как я исследую, я получу данный материал и наконец-то смогу усилить Мерлина на 7 уровень. Пока что он находится у меня на 6. Многие бессмертные у меня также по-прежнему прокачаны на 6 уровне. Ну и какие-то есть еще и послабее, конечно же. На примере Муланье вот могу показать, зачем мы проходили. Видите, индикатор подсвечивается. И мы набрали достаточное количество клыков, чтобы улучшить. Дальше можно, в принципе, шкуру получить. Получить, как я уже говорил, можно в фоновом режиме. Просто, если у вас достаточно количества вот этих для прохождения, совершаем налеты в фоновом режиме, получаем все доступные материалы и получаем опыт для наших бессмертных. Нет, еще не набрал, давайте еще сделаем. Ну, пока что мне нельзя, в принципе, ладно, купим за рубины и продолжаем обновлять это все. Все, набрал я нужное количество шкур данного материала. Получаем быстренько следующий. И пойдем. Все, у меня заканчивается энергия. Надеюсь, я успею допройти получить. Да, опять у меня... Ну, не буду я тратить изумруды. Они мне нужны будут еще на что-нибудь другое. Толстопузик вот этот может прокачаться на следующий уровень. Видите, индикатор подсвечивается, значит, можно его прокачивать. Рубины. Был такой вопрос, куда тратить рубины. Есть специальный магазин, где вы можете что-то покупать за рубины. VIP-очки, ресурсы, ускорения и всякие усиления. Здесь по бустам, по военным, я не знаю, мне кажется, дороговато здесь все-таки покупать за рубины. И другое. Здесь можно вот военные бусты всякие, телепорты покупать. И, скорее всего, будет телепорт доступен, который будет между королевствами. Пока что его не ввели. Вот он будет доступен или за донат, который можно будет купить в особых наборах. Видите, пакеты, в принципе, кто-то спрашивал про донат. Пакеты по 900 рублей, пакеты по 1300 рублей. Есть пакеты, которые по 9500 рублей. Для донатеров, конечно, они крутые. Во-первых, здесь куча VIP-очков, сундуки. Вот эти вот эпические сундуки, это получит союз, когда вы приобретете такие пакеты. Здесь можно зелененькие получить. Зелененький, где-то был синенький. Вот можно редкий сундук получить для союза. То бишь, покупаете себе, еще и союза что-то остается. Ну вот в основном, пока что пакеты по 450. Скорее всего, как я куплю вот это за 450, появится по 1300. Или появится по 800, скорее всего. Но пока я вот особо ничего не покупал. Вот видите, у меня вот эти пакетики по 99, 179 и 270 еще не куплены. Их тоже нужно будет приобрести мне, конечно же, для загадочных жемчужин, чтобы получить. Ладно, по донату попозже еще чуть-чуть разберемся и, может быть, более подробно расскажу. Про колодец времени вроде бы сказал. Про улучшение, как здесь уровни повышать, можно здесь повышать, собирать кристаллы для своих персонажей, для своих бессмертных. Также можно им улучшать шмот. Некоторые персонажи имеют зеленый шмот. Зеленый шмот падает достаточно часто. Его не нужно вам улучшать. Не заморачивайтесь насчет него. Лучше улучшать эпический. Жмете кнопочку усилить. Усилить в одно касание. И вам нужны будут вот такие вот кристаллы для усиления данного шмота всего. Где получать синий шмот. И также опыт. Опыт, как я уже сказал, за прохождение в колодце вы получаете... Вот, у меня набралось некое количество за авторежим, за прохождение.
и за основное прохождение. Дальше переходите на карту, где можно еще фармить опыт. В боях вы немножко фармите опыт, но также можно на мобах. Если перейдете на карту, я их показывал вам вчера уже, доступны нам 3 карлика. Это Тринд, Бакан и Роук. С Тринда, получается, вы будете фармить шлем и оружие. Возможно, вам выпадет синий, возможно, выпадет зеленый. Если зеленый, в принципе, не беда. Ну, 2664 опыта, которые распределяются на всю вашу пачку. Вот, с Тринда вы фармите, получается, шлем. С Бакана вы будете фармить нагрудник и оружие. Нагрудник и оружие. Вот с 12 уровня вам уже доступен легендарный, синий шмот, эпический и легендарный, естественно, будет доступен гораздо позже. Насчет легендарного не уверен, но эпический точно будет вам доступен. Только, естественно, нужно будет поднять здесь вам уровень, где-то 25, наверное. Ну и, естественно, прокачать пачку, потому что 12 достаточно тяжелые. Когда вы их атакуете, вы немножко теряете свои войска, которые попадают в лазарет. Ну и третий карлик, который нам доступен, это Роук. С него фармите оружие и щиты, которые... не те щиты, которые замок накрывают, а которые вставляются в шмот. Ну и также камень усиления вы фармите, такие вот кристаллики. Ну и опыт. Опыт важен для ваших бессмертных, как я уже сказал. Следующее, что я хотел вам рассказать. Локация Мистерия. Я уже записывал видос, но, блин, удалил. Может быть, я его поставлю на фоне, покажу вам некоторые моменты из него. Звук там-то у меня не записался. Вот он находится, локация Мистерия. Переходим туда. Первый уровень, когда я вчера начал в нее проходить, Мистерию, обновлялся у меня в 15 часов. Сегодня, вот, обратите, сброс будет через один день 15 часов, да? Ну, уже 15 часов, так-то было изначально побольше. Что у нас есть на этой локации? У нас есть сундуки, в которых вы будете получать... Ну, давайте я, наверное, открою здесь сундук. Здесь немножко золота, немножко ускорений и немножко ускоров будет. Да, вот ресурсы, золота нету, но бывает золото падает. Но опять же, 4 минуты ускоров, в принципе, пригодится. Далее, противники у нас есть... Синие противники, не особо сильные враги, получаете награды такие. Есть эпические противники, немножко посильнее, но в принципе победить их можете. Есть источник жизни, это подарок богинь, способный воскрешать погибших бессмертных, если они погибли в бою. Фишка в чем? Когда они погибают, если все 4 погибли, то вы их можете исцелить при помощи вот такого сердца. Где это сердце добывается, если честно, я забыл. Вчера оно у меня было, вчера же я его и использовал. Вот. А можно воспользоваться вот таким, получается, источником жизни. Это когда вы сражаетесь с противниками, ваша пачка, допустим, кто-то может погибнуть. Потому что в чем смысл данной мистерии? Я сейчас вот... выбираю сражаться. По идее, у меня должно быть 18400 мощи и 100% здоровья. Но так как я уже сегодня сражался, здоровье у меня здесь гораздо меньше получается. Поэтому при помощи таких вот источников и других еще приспособ, которые чуть-чуть покажу, у вас хп будет не уменьшаться постоянно. Вот сейчас я опять начинаю, потому что... И у меня 100%. Но если я пойду в следующий бой, у меня останется хп. Сколько в этом бою осталось, столько я буду хп и продолжать. Быстренько убиваем данных противников. Как я уже сказал, синие они не особо сильные. В принципе, поэтому их победить можно. Нормально работает мой целитель. Исцеляет мой отряд. Плюс дракон воды также исцеляет ваш отряд. Все, быстрая легкая победа. Получили немножко голдишки, поехали дальше. Сейчас нам будет доступна одна штукенция, которая, в принципе, полезна. Я сейчас покажу, у меня уже их 3, потому что я уже сражался. Выпадают нам такие вот плашечки, которые нужно будет прочитать и посмотреть бонусы. Я выберу энергию здесь и покажу, что я уже выбрал. Потерянные души. У меня уже
3 таких имеется. Поглощение энергии взял, меткость себе взял и импульсивность получается. Далее могу подлечиться. Подарок богинь. Ну, давайте, наверное, использую. И вылечу свои все хп. Вот у меня он был немножко пострадавший, теперь он получился полностью здоров. Далее есть такие вот локации, где можно выбирать себе воителей. Извиняюсь, бессмертных. Фишка в чем? Ваших бессмертных могут убить. Ваших бессмертных могут убить. Сейчас вот они живы, но будут подсвечиваться серым. Также вы их можете наблюдать здесь, в своей пачке. Они будут подсвечиваться серым, и вы ими не сможете сражаться. А данную локацию нужно будет пройти до конца. Иначе она завтра, допустим, вот через один день, 15 часов, обновится. Я уже взял себе такого бессмертного. И такого себе взял бессмертного. И еще мне предлагает на выбор, кого мы возьмем. Земля, что она может делать? Восстанавливает ОС. Отлично, я себе возьму вот такую ее. Начать использовать и взять. Они все получаются разных стихий, но в принципе ладно, не беда. Также сундуки, 2 эпических и рынок. На рынке вы можете покупать за изумруды, что очень невыгодно. За 900 изумрудов вы можете призвать 3 легендарных, возможно, если вам выпадут. Ну или какие-то другие кристаллы. Здесь всего лишь 10 кристаллов за 900. Это здесь невыгоден. Вот этот товарищ очень невыгоден. Собственно, убиваю я всех этих, дохожу до босса, убиваю босса, получаю награды, перехожу на следующий уровень. С каждым уровнем, получается, скорее всего, награды будут улучшаться. В этих сундуках награды будут улучшаться. Бессмертных, которых вы получили... Я получил Зигфрида, вот этого товарища и вот этого. Они не становятся вашими основными. Они работают чисто только в Мистерии. Собственно, вот такая вот локация Мистерия, где вы получаете определенные бонусы, которые вам помогут прокачиваться. Что тут еще сказать? Не забывайте прожимать помощь союзникам. Вы им значительно помогаете сократить время для постройки всяких строений ваших и для прокачки знаний, естественно. Есть еще арена. Здесь как бы уже PvP. То бишь здесь реально игрок зашел, поставил свой отряд, и вы против них сражаетесь. Здесь есть рейтинги, есть ранги определенные. В рейтинг можешь посмотреть. Вот у меня, допустим, 1187 очков. Если я посражаюсь, я уже начну сражаться, допустим, за ранги. 1200 наберу, получу 100 самоцветов. Неплохо, неплохо, в принципе. Ну и сражаясь на арене, вы получаете сундуки с ресурсами, сундуки с ускорениями. Ну и, естественно, на каждом пути самоцветы. 5 билетов даются каждый день бесплатно. И если когда они у вас заканчиваются, а еще вы хотите сражаться, то вы их можете докупить за изумруды. Это, в принципе, важно. Почему важно? Покупать билеты до конца и завершать, получить максимум 20 очков. Вы получаете за легендарный сундук 300, за эпический сундук вы получаете 240 эмблем. Ну, естественно, меньше, меньше, меньше. Вот посмотрите, допустим, очки победы x2. Это вам, вот у меня сейчас 2 очка есть, если я побеждаю противников, которых я выберу, у меня здесь будет шкала заполняться, я получаю данные сундуки и получаю вот такие вот жетончики. Далее я захожу в магазин эмблем жетонов, могу что-то для своих бессмертных купить, могу для дракона купить, но данного дракона пока что не прокачиваю, но кристалл души в принципе пригодится. Военные бусты всякие очень, здесь они гораздо дешевле получается, вы сражаетесь на арене и покупаете себе военные бусты. Собственно, нужно и для этого только сражаться в арене. Ну и может быть засветиться на топ-1 в рейтинге на своем сервере. Прожимаем помощь. Давайте, вопрос такой возникал, как перелететь в какое-то королевство. Пока что перелеты невозможно, но разработчики обещали в ближайшее время сделать это возможным. Я вот нахожусь, получается, Норнхайм, фракция София.
вы, возможно, находитесь в каких-то других фракциях. Возможно, даже на моем сервере, и вы являетесь моим будущим потенциальным противником. Переходим на карту, получается, всех серверов. Я нахожусь на 9. Чтобы переместиться на 10, я нахожусь в Софии, зарегистрировался. Также я смогу перелететь только в Софию. Замок должен быть 8 уровня или чуть меньше. Ну и дальше перемещение нужно будет. Все, в принципе, условия можете прочитать. Перемещение данное вы можете взять, пока оно доступно. Ну, как сказать доступно? Как прокачаете свой союз немножко. В магазине союза оно доступно, в самый низ вы проворачиваете. И за 20 тысяч вот таких вот серебряных монет вы можете купить себе космический портал. Телепорт, то бишь, да, получается. Возможно, он чуть больше, попозже будет доступен за донат или в магазине за изумруды. Ну, в принципе, изумрудов там, скорее всего, будет большое количество требоваться, поэтому, естественно, придется поддонатить на изумруды. Но тогда мы сможем, допустим, усилить наш союз, или я смогу перелететь и усилить чей-то союз, хотя я перелетать не хочу. У меня достаточно крутая команда здесь, с которыми мы прокачиваемся, развиваемся. Не забываем также делать взносы за изумруды. Не обязательно, но бесплатные. Каждый час вот они обновляются, там по несколько штучек. И можете прокачивать там. Так, в принципе, про мистерию рассказал. Про колодец времени рассказал. Про арену рассказал. Как получать опыт на бессмертных тоже рассказал. Где брать бессмертных, я рассказывал в предыдущем видео, поэтому не будем слишком долго затягивать. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Видосы постараюсь делать каждые 2-3 дня, чтобы отвечать на все ваши вопросы. Поэтому всем спасибо за просмотр, до новых встреч, подписывайтесь на канал.